Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на нашем канале. Эта шокирующая история произошла в одном из канадских городов в самый разгар зимы. Местный работник службы доставки Клайд Комптон, как обычно, выполнял свой ежедневный рейс, как вдруг заметил странное черное пятно в снегу у дороги. Несмотря на сильную метель и холод, мужчина решил подойти поближе и посмотреть, что это. Сначала он подумал, что это какая-то тряпка, но когда он приблизился, то ужаснулся от увиденного зрелища. В снегу из последних сил жались друг к другу три маленьких котенка. Они были покрыты ледяной коркой и казалось, что уже не двигаются. Три малыша жались друг к другу из последних сил, пытаясь согреться. Вокруг не было никаких следов, и поэтому водитель предположил, что их выбросили в сугроб с дороги. Эта чудовищная жестокость была выше всякого понимания. Мужчина, не раздумывая, быстро подобрал котят и унес их в теплую машину. Он укутал их своим шарфом, чтобы они быстрее согрелись. Пока мужчина вез их к себе домой, котята стали согреваться и тихонько пищать. Помимо сильнейшего переохлаждения, малыши явно испытывали голод. Приехав домой, Клайд вместе с женой и дочерью всеми силами старались спасти маленькие жизни. Их накормили, обогрели и привели в порядок. Однако у семьи водителя уже были свои кошки и собаки, также ранее спасенные, и Клайду пришлось обратиться в ветеринарную клинику для дальнейшего ухода за котятами. Маленькие жизни, к счастью, были спасены и находились в безопасности, но им предстоял еще долгий период восстановления. Котят-героев, мальчика и двух девочек, назвали Флюри, Шивер и Сторми. Малыши были истощены, а из-за переохлаждения у малютки Шивер обнаружили дыхательную инфекцию. Остальные котята чудом не простудились. Несмотря на тот ужас, через который прошли эти котята, они на удивление были игривые и активные. Малыши играли друг с другом, изображая маленьких воинов. Когда уставали, то прижимались друг к другу и мирно засыпали. Крохе Шивер прописали антибиотики, чтобы справиться с инфекцией. Но уже через неделю малышка пошла на поправку и присоединилась к своему брату и сестре. Котята некоторое время находились на передержке у сотрудницы центра Тони Уайт. Но как только они достаточно окрепли, малышей перевезли в уютный приют, где для них начали подыскивать самых любящих и самых ответственных хозяев. Долго ждать не пришлось, симпатичных котят разобрали всего за неделю. Они попали в добрые руки, и теперь им больше не придется мерзнуть. Их будут согревать тепло и любовь новых хозяев. Благодаря неравнодушным жителям, эти малыши получили второй шанс на новую жизнь. До новых встреч, уважаемые зрители. Всего вам доброго.